Всем привет, всем здрасте, Гантараду. Вы находитесь на канале Hard Play. Всем здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня в этом замечательный зимний, летний практически вечер, да, мы с тобой знаешь, что посмотрим? Знаешь, что посмотрим? Правильно, то, что вы ждали. А я знаю, что вы ждали. А я знаю, потому что Артем Вульф тоже говорил, а я обещал. И вот мы, собственно, собрались и пошли рейдить с ним эти, чуть не ляпнул, другие кое-какие притоны. Тухлопритоны, тухляк пошли искать, понимаешь, дабы граждане наши не травились, потому что... травиться, понимаешь, травятся, вот это вот курицу там продают, вот эту вонючую, блядь, открываешь, воняет как отбывший, неважно. Вот, ты ставь лайк, подписывайся на канал, ссылочку на Артема Вульфа оставил внизу в описании. Я напоминаю, что в этот день мы сняли сразу 2 ролика, но второй ролик будет просто... Это один из лучших роликов у Артема Вульфа, обещаю вам, вот без спойлеров, да. Так что как так, подписывайся на телеграм-канал Hard Insight, узнаешь обо всех новостях, обо всех движниках, вообще обо всем будешь знать, потому что я красивый и ты тоже. Это, по-моему, аргумент, поэтому Hard Insight, подпишись, не скупись, не будь как Данкин. Все, поехали, смотрим, иду давай. Падан, за то, что вы меня снимаете. Хорошо. Потому что вы меня снимаете. Вы меня снимаете, нет? Ты меня снимаешь? Испортили товар, Так. например, канал срочно, Ага. надо полиции здесь. Ага, Если вот она, испортили, коррупционная составляющая. Вот, пожалуйста. В следующий раз обязательно некий Данкин будет присутствовать на видеоролике. Да, мой подписчик. Коррупционер и взяточник. Здесь происходит хулиганское действие. Вы знаете диспозицию статьи «Мелкое хулиганство»? Не знаю пока. Не Вы знаю. друг директора? Вы обманываете сейчас. По закону скажите, где это написано, что я должен представить. Здесь все уверены, то, что за это... О, вот он, самый красивый стример, как всегда, он здесь, он на месте, да, это. Кстати, одел самую старую, самую задроченную кофту, знаешь почему? Во-первых, потому что она мне нравится, но есть вот такие вещи, которые нравятся, а во-вторых, потому что так вонище везде, грязище, я пришел, я устал от этих, от какой-то кошатины очищаться, руки все воняли какой-то непонятной, в комментариях, жду 1000 комментариев, По закону никто ответственность не будет нести. Подкрепление. Росгвардии. Вот, пожалуйста. Карта наличная. Сейчас. Безналичные. Попробую сначала. Потом определюсь. Молодой человек, вы не оплатили товар, что вы делаете? Пробую. Нет, ну как, пробую, если еще... Зачем меня забираете Вот что за люди, а? товар-то? Я сейчас оплачу потом. Владимировна, подойдите, пожалуйста. Сейчас попробую, да и все. А вдруг мне не понравится, а я куплю. Девушка снимает на камеру. А он мне писем показывал, не показывал. Он мне я видел. Ну, девушка снимает на камеру, товар не оплачен. Весь раздербанили и попробовали. Эти глаза напротив. Вот, пожалуйста. Что за негатив? Чисто Подмосковье. Я говорил, Артем, поедешь к нам в Подмосковье, не ошибешься. Вот, пожалуйста. Это еще лайтовая тема. Там во втором ролике вообще будет разрывная. Ну не нравится, попробовал, не нравится. Перед покупкой попробовать Девушка, решил. нельзя снимать, я могу сейчас на вас... Я сейчас, раздеваться здесь начну. Сейчас с ногами на стол заберусь и начну тут. Ага. милицию спокойно. вызвать. Ну как так? Я не хочу, чтобы меня снимали на камеру. Я не хочу. Ты можешь меня не снимать? Нет. Вы что берете? Вот это вот. Ну, так что, вы берете его или не берете? Нет, за Я как бы беру, но еще пока не беру. этот товар нет желания платить. Тогда я пойду еще покушаю, если можно у вас так, хорошо? А зачем вы будете кушать? Ну пойду по магазину еще покушаю, да и все. Ну, если не нравится вам товар. Ну, да. Так я другой попробую, может другой понравится. Хотите, я вас тоже угощу? Зачем портите товар? Пробую, говорю же. Камеру убери. Камеру убери, я двойной агент под тройным прикрытием. Камеру. Причем, заметьте, на него даже никто ничего не направил. Я на вас Мы сейчас с вами, да. суд подам за то, что Забавный мужик. вы меня снимаете. Хорошо. Подайте. Хорошо? Да, конечно. Хорошо. Конечно. Я себя не разрешал снимать. Хорошо. Снимаю Хорошо. девочку на трассе. Она ведет видеофиксацию всех действий. Ну, так а зачем вы эти действия производите? Почему, кстати, так? На основании Как? чего? Почему ты такой? Ты какой-то не такой. Пробую товар. Но если они не согласны, что нельзя так делать, вызывают полицию. Пускай вызывают. Причем мужик просто стоял, вообще, даже он ля выглядывает, ля.
Пускай вызывают. Вы зачем вмешиваетесь? Я же с вами даже не общался. Потому что вы меня снимаете. Я Мне еще не раз сказал, мы нравится ваше действие, фиксируем вы на меня видео. задерживаете. Да пусть пробивают вам. Я-то как вас задержу. Все, я отошел. Пусть пробивают. Не открыть ваш чек. Ну закройте его, значит. Дебил. Я дебил, и зовут меня Кирилл, и я московский радостный дебил. Если что, с Comedy Club, это не я придумал. Ты в зеркало посмотрел? А у вас ножниц нет, чтобы мне не грызть? Извините, Кирилл. Попробовать. Это песня такая. Ля, факи, ты что, этого я не видел. Быдло. Куда звонят? Это fuck you bitch, соси кирпич, помнишь, как раньше? Кстати, уже в эту субботу на этом канале будет стрим по легендарнейшей игре World of Warcraft. Вот! Будем играть Вот. на топовом сервере Сирус. О! О! Общаемся, И по поотвечаем. совершенному стечению случайному обстоятельству у меня тоже оказалась ссылка именно на этот сервер. X4. Скачивайте! Самый лучший сервер. Я там, кстати, сам играю. Без шуток, на стримах играем на Вазде. Да вот, так что, воверы, давайте подтягиваемся. Мы там, там это, движ идет, Париж. Вот, у кого время есть, залетайте или хотя бы скачайте клиент. Все бесплатно. На ваши вопросы. Отлично проведем время. Поиграем вместе. Скачайте клиент до субботы, чтобы мы вместе стартанули. Ссылка в описании. Ага. В эту субботу стрим по WoW. Всех жду, всех буду рад видеть. Даже не Будем скипай. играть на топовом сервере Сирус. Ну а мы продолжаем. Вот это правильно. О, кстати, а вот тухляк. Вот этого я момента не видел. Я в тот момент просрочку собирал. Вот, пожалуйста. Где кто? Девчонки, кто понедельник? И вновь продолжает с собой, и сердце тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Извините, после футбола наорался, а петь не могу. Но я вообще не умею как бы петь, но я старался. За то, что старался, можно лайк поставить. Я петь на каждом видеоролике буду. Я могу. Не знаю. Сейчас, подождите. Пусть они- Шериф на месте, мордой в пол, блядь. Я, кстати, его сразу не узнал. Вы сейчас узнаете, кто это, вы охереете. Это Подмосковье чисто. Странный, говорит дядя. Блядь. У вас есть ножницы-то, чтобы покушать? Ну, может, у вас вилка есть с ножиком, чтобы порезать, стол накрыть. Ой, надо посмотреть. Я, кстати, лайк поставил Артемке. Поставил, ссылку оставлю, все оставил. Да. Ой! Куртка превращается куртка легким движением руки в элегантные джинсы. Вот, пожалуйста. 12 с какой скоростью? Чудо монтажа. Ты все в реальном времени, кстати, переоделся. Я не знаю, как он так сделал. Ну, хватка, все-таки майор. Что случилось, я свидетель? Оплаченные товары скрывают, портят. Нет, подождите, Татьяна, они, наверное, имеют право на территории торгового зала скрыть. Я вам сейчас расскажу, на что это мне напомнило. Знаете, вот когда в школе я учился, да, были уникальный тип людей, я к нему относился. Ты прям стих какой-нибудь, да, задали учить, а я всегда второй по списку был. И вот пока первый отвечает, ты быстро что-то пролистаешь, и знаешь, вот к доске выходишь такой серьезный, как бы, там, Лермонтов, или там любой там, да, стих там. И знаешь, такой, скажи-ка, дядя, ведь недаром. И это учитель такой, ну тут даже не 5, тут сейчас 10 поставить. Москва, спаленная пожар. Понимаешь, она такая, все, садитесь, я знаю, что вы видите. Вы все знаете, вы молодец, вы учили, сразу вижу, вы душу вложили в этот стих. Я говорю, легкие вообще просто. Вот, кстати, аж плюнул. Вот, пользуйтесь, очень хорошая вещь. Главное, понимаешь, вот это вот, создать эффект, что ты, блядь, что-то происходит, но никто не понимает, что. Понимаешь, вот здесь то же самое. Потом оплатить.
Ну, они вспомнили, они оплачивать не Ну, наверное, оплатят они. Наверное, оплатят они. Сейчас, давай посмотрим. Добрый день. Добрый. Участковый МВД России по городскому Солнечногорску, моя фамилия Сафронов Александр Дмитриевич. Между прочим, представился. Вот молодец. Молодец, представился. И в итоге не буду спойлерить, что. Вот наш. Пожалуйста, вам верю. фиксируйте меня. Фиксирует на видео. Ну, фиксируйте. Вот мое служебное удостоверение. Посмотрите, пожалуйста. Сафронов Александр Дмитриевич. Вижу, майор полиции. Ваши документы. Вот. На основании? Это не как один сотрудник из Зеленограда, некий Данкин. Тот вообще никогда не представляется, просто берет, вот так вот, приходит без нагрудного значка, без головного убора, и знаешь, как говорит, ну ко мне быстро, вот так вот. Я говорю, ты что, совсем? Быдло типичное. Ну, я хотел говорить ваши документы. Вы кто? С кем я Артем, буду разговаривать? гражданин. Ну, с кем? Как фамилия ваша? Артем Волков. Давайте запишем. Волков? А куда вы мои личные данные записываете? Просто запиши для себя. Не, я не буду так Хорошо. говорить. Хорошо, Волков Артем, да? Да. Обиделся, говорит, ничего тебе не скажу. Что у вас произошло? Товар пробую, не нравится. Да. И вам не нравится товар, да? Не А нравится. почему? Не знаю, я обычный покупатель. Нюхаю, Нет, пробую, не ну, нравится. А вы имеете право разобрать, уничтожить, привести в негодное состояние? Вы то, что сами сказали, что человек может сначала понюхать товар, потом Да, оплатить. вы можете понюхать, да, имеете право оплатить. Да, я, кстати, вообще, говорит, люблю в магазин зайти и просто занюхнуть как следует бебру. Да, мы сейчас посмотрим, будете оплачивать или нет. Нет, за да? такой товар нет желания платить, конечно. Хорошо. Вы нас, я как понял, что блогер, да? Какой блогер, покупатель обычный. Да, я ну, знаю, все это в курсе и тому подобное и так далее. По IP вычислил. Ну, если бы вы в курсе были бы. Ну, я не знаю, вы испортили товар Так. Так. и не хотите оплачивать. Нет желания. Я не сказал, что я не буду его оплачивать. Нет желания оплатить за такой товар. Сергей, направь, пожалуйста, срочно, на полиции здесь. Срочно! ОМОН, МЧС, скорую, ФСБ, ФСО, СВР, всех на вертолетах, спецназ спустите, блядь, кверх ногами, чтоб все приехали и БТР подгоните, потому что здесь, блядь, происходит вопиющий случай. Прошу прощения. Здесь происходит хулиганские действия. А нет, не угадал. О, Сергей, только может здесь все хорошо. хулиганские действия. А в чем хулиганские действия заключаются? СВАТ, да, FBI. Всех сюда. Разбираться. Нет, ну вы говорите хулиганские По коням. действия. Вы даете оценку моим действиям. Я будем давать юридическую оценку. Дайте, позвоните по телефону 112. Я и спрашиваю. В чем хулиганские Разбираться. Я действия-то? не знаю пока. Будем разбираться. Вот оно. Я, говорит, пока не знаю, но на всякий случай вы хулиган, да. Гад ты, падла и еблан. Директор, да, вызовите, да. Директор позвонил, что происходит хулиганские действия. Я пришел разбираться. Вот и так. всё. Ну, разбирайтесь. Вот будем разбираться, что, откуда, зачем. Ну, вы уже наряд вызываете, то есть вы... Наряд точно вызываем, потому что я вижу, что здесь происходит хулиганство. Ну, быдло типичное, вот это вот на Артеме. Футболку одел, и вот это поло и ходит с микрофоном, ага. Действия. А какие? Вы знаете понятие хулиганские действия? Я знаю. Я буду разбираться, что здесь произошло. Вы знаете, Я что такое буду давать мелкохулиганство? юридическую оценку. Вы знаете, Я что такое буду давать мелкохулиганство? юридическую Вы оценку. знаете Если диспозицию мою- статьи мелкохулиганства? Не знаю пока. Не знаете статьи? Не знаете диспозицию статьи? Очень Хулиганы. плохо. Я нецензурной бранью выражался или нет? Мы будем разбираться. Не, я спрашиваю вас. Вы уже говорите, что хулиганство Нет, происходит? конечно. Мы будем разбираться этим действием, которое вы совершили. Не, ну, Вы говорите, оплачиваете, хулиганство. да? Нет, почему? Я же говорю, я не отказываюсь от оплаты. Оплачивайте. Я, говорит, пока не знаю, но статейку я тебе накину. Желания такого нет за такой товар платить. Вы такой платите товар, да? Наверное, часто здесь закупаетесь. Сергей, если можно, чуть попозже перезвоните. У меня Что, здесь, к нам приезжает наряд полиции? Будет весело. Вы уже даете оценку моим действиям, что это хулиганские действия. Вы уже сказали хулиганские действия. Вы уже сказали. Вы знаете, я не хочу с вами пререкаться. А как вас вызвал? По личному телефону директора вызвал? Что? Вы Вот. друг директора? Полиция здесь находится Так. рядом. И вам, наверное, на личный телефон позвонили, да? Позвонили по телефону 112. Вы только что сказали, вызывайте 112, чтобы зафиксировать Да, этот да, факт. Кнопка есть, зачем мне куда-то звонить? Кнопка вызова майора. Просто под кассой стоит кнопка, блядь. Через секунду просто врывается майор полиции сразу, блядь, сходу просто. Мне казалось, что с кнопки в магазине вызывают все-таки ГБР, группу быстрого реагирования, а нет. Мне кажется, нас кто-то обманывает.
Слегка так, если сказать. У вас по кнопке полиция приезжает? Кстати, будем разбираться. Или ГБР? Будем давать... Вот я тоже думаю, что ГБР, а не полиция. Вы думаете, что здесь какой-то заинтересованность или коррупционная составляющая? Здесь только объективное разбирательство данного факта будет. Вот и Вы уже сказали хулиганство. Ля стелет, говорит. Красиво. Понимаете, вы сходу обвиняете человека в хулиганстве. что здесь будет. Вы только что сказали до этого хулиганские Директор действия. мне сказал, что здесь происходит Так хулиганство. директор или кто? Я был, потерял эту ниточку разговора. Хулиганское действие. Так вы должны, Разбираться. вы как представитель закона, должны сами давать оценку, а не на основании директора. Я буду давать юридическую оценку после, когда соберем имеющий материал. Тогда дам я юридическую оценку. Так собирайте, вот директор пусть заявление пишет. Однозначно будем собирать. Собирайте. Товарищ майор, я прошу прощения, разрешите обратиться. Где у вас нагрудный знак? Ну, нагрудный знак у меня нет. А кто вы? О. В журнале Ералаш. Блин. А кто это? А кто это там такой умный за кадром? А, это я. Нагрудный знак только определяется, когда происходит охрана общественного порядка. Вы обманываете сейчас. не знаю. Принесение службы в общественном месте. Хорошо. Это же общественное Ну место. хорошо, да. Нет. Нет, не общественное место. Секундочку. Конечно, да, я слушаю. Да. Подождите, дайте мне поговорить с Алексеем нормально. Я люблю послушивать. Я вам больше Пойдем. хочу сказать. Зато честно, блядь. Я люблю подслушивать. Дайте мне поговорить нормально с нормальным человеком. Дайте поговорить. Что-то я этого не помню, чтобы он так говорил. Я стример, какой я нормальный человек. Я на учете состою, что с ума сошли? Я очень люблю послушивать разговоры. Ну сейчас за магазин. Пойдем, пойдем. Все, ушли. Ну, в принципе, до свидания, мы пошли тогда домой. Так, пошло заговаривание зубов. Ща Леха Не-не-не, там это не прокатило вообще никак. придет с промытыми мозгами, уже тоже все. Ты что тут портишь товары, слышь? Да, вот видел, да, назад. То есть, когда вы приходите и говорите, то, что человек нарушил закон, я естественно, к вам, ну как, вы говорите хулиганские действия. Это она Хулиганские сказала, действия. мы не будем Ну, просто хулиганские действия, это вы уже Ну, я обвиняете всё знаю, человека. в я чем-то. знаю. Здесь магазин торгует просрочкой. Вы как сотрудник, вы обязаны приехать были и понять, что за ситуация. Вам говорят, то, что в первую очередь, когда сталкиваетесь с такой ситуацией, что за товар? Товарищ майор, вы просто приходите, первое, на что я бы обратил внимание, это взял по товару. Посмотрели, просрочено, дальше вы действуете в рамках закона. Вы составляете, спрашиваете у человека, будет ли он писать Илюш, пойдем вопрос, заявление. да. Если такая ситуация, пожалуйста, пойдемте Да напишем. не надо нам никуда ходить, вы Ну, просто вот хотим сейчас в устной полицию. форме мы вам дадим и все. Давайте мы напишем, потому что весь товар. Подожди, мне даже заявление. Пойдем, у меня бланки заявления есть. Берите устное заявление, приходите, Подождите, там еще полмагазина. Он говорит, Так, тихо. У нас серьезная все-таки передача. вы понимаете, как происходит все? Я говорю, расскажите, как. У вас камер нет? Я говорю, конечно, нет. Он говорит, вы понимаете то, что ходили круче вас блогеры, писали заявления, но при этом эти все заявления сливаются. Я говорю, а мне кажется, вы нас обманываете. Потому что, я говорю, есть конкретный пример, когда я говорю, это нарушение закона. Каким чертом, я говорю, здесь как можно сливать? Ну да. Я говорю, это просрочка. Я говорю, ваши некомпетентные действия повлекли естественную реакцию. Ты мне сейчас так вот скажи, я никогда в жизни так речь не это. У меня же речь-то не связанная. Я не знаю, у меня в какой-то критической ситуации я умным типа становлюсь, ты понял? Блядь, речь такая умная становится. Сам себя слушаю, блядь. Сам себя слушаю, думаешь, блядь, откуда это во мне? Ни юридического образования, ничего, блядь. Что это? Откуда вообще это берется, я не знаю. Ну да ладно, все, поехали дальше. Я не знаю, откуда. Реакцию человека. Я говорю, вы не можете выносить преступника, это или нет. Вы можете выносить вердикт, Собрать материалы может дела. суд. Вы собираете, вы не можете. Мне депутатом надо было быть, блядь. Сам себе бы поверил, блядь. Ты видал, как складно так, главное, все.
Вы не можете занимать одну сторону, вторую сторону. Вы просто пришли, законстатировали факты. Есть, допустим, нарушение общественного порядка, вы задержали человека. Если нет, то нет. И он, ну а что мне делать? Он говорит, ты подошел, я ему стою, объясняю. Говорю, товарищ майор, я говорю, в данном случае вы должны были проверить товар туда. Он стоит. Не, ну так не делается. Я говорю, ну давайте делайте как хотите. Видишь, он не знал, что просрочка. Хотя вроде он и знает, а вроде и тормозит. Он все знает. Знает. Он говорит то, что я знаю, и то, что эти действия вас ни до чего не доведут. Здесь все уверены, то, что за это по закону никто ответственность не будет нести. А, в Солнечногорске, то есть вот такой беспредел происходит. Солнечногорск — это то же самое, как у меня было с Delivery Club. Когда меня прокинули на заказ. Я чувствую, больше на стадион на матч бей-беги я, блядь, точно не попаду после этого видеоролика. Там генеральный партнер Delivery Club, блядь. Ну и хоть из дома посмотрим, ничего. Ну, блядь, такая реклама идет просто бесконечная. А чё они мне роллы-то не привезли? На этот, роллы один раз в жизни поесть хотел. Взяли, закрысили. А я что сделаю? Извинились, конечно, потом. Я голодный сидел. Мне обидно. Потом рассказывали мне, что так нормально, это можно. Друзья, Найс реклама, блядь, на 500 000 за 11 часов. Ой, господи. Так, все, тихо. кто не в курсе, это у нас блогер, стример Леха Хартплей. Побойся бог, какой там стример эти. Такой себе стример, конечно. И сегодня он нам помогает искать тухляк в данном тухлопритоне. Фактически больше половины товара тухлого нашел именно он. Спасибо, ребят. Видел машину какая? Нашел. Важно просто то, что этого тухляка еще очень много. Меня на самом деле очень раздражает поведение сотрудников магазина. Они понимают тоже, что просрочка. На 99% уверен, что они понимают, но они делают вид, типа им пофигу, знаешь, типа ерунда. Ничего не будет. Но я тебе говорю, ты видишь? Банки видел какие, как у Шварца в лучшие года, блядь. 54 сантиметра. Жесткие вообще. Вот он. Машина. Только что сотрудник это подтвердил. Когда человек рассказывает, майор полиции, ты вдумайся, это старший офицерский состав, он рассказывает, что он без нагрудного значка может ходить. Я к нему обратился, человек не представился, я попросил его на улицу выйти, я говорю, с кем? Он говорит, пойдем, ты слышал? Он говорит, пойдем, Да, со мной в отдел. пойдем. Я говорю, в какой отдел? А, в отдел Он уже? говорит, в отдел, он здесь рядом. Я говорю, в какой? Он мне говорит, пойдем, говорит, там за углом отдел. Я говорю, не, братан. Я в Подмосковье вырос. Я, когда говорят, за углом пойдем, зайдем, я в эту шляпу не верю, блядь. Не разведешь, блядь. Я уже слышал эти сказки. Я вырос в таком же захолустье, блядь. И не прокатится. Что делал, ты, говорю, забираешься меня везде, я говорю, что смотришь? Может, им очень понравился, он решил уединиться с тобой? Мое предположение печально. Не надо меня трогать. Не надо. Я сейчас начну тут. Тихо. Вы человека не трогаете руками. Вы человека не трогаете. В магазине мне не разрешено находиться. Не снимайте. Вы находитесь в общественном месте. На рабочем месте причем. Просрочку когда пойдете убирать? Когда вы будете у нас дополнительные... Какой дополнительный? Я вас прошу, как человек, который пришел в магазин, убрать весь тухляк, который у вас там лежит. Сойти с кассы, вызывайте директора. Пусть директор Понимаешь, вызывает дополнительного сотрудника. продавать товар они могут, а тухляк убрать они не могут. А детское питание просроченное больше, чем на месяц, это ерунда. Вызывайте директора, пусть директор убирает это все. Сколько можно? Мы здесь долго ждать будем? Хватит это терпеть. Чего все культурно? А чего она трогает оператора? Там девочка маленькая, красивенькая, она его, Артемкину девочку стоит, за руку дергает, гадость. Синяки потом остаются, да. 2 корзинки уже вынесли тухлятину. Ребят, и мы уже купили вот такой свежайший товар до 23.07.22. Ну, свежайший, видимо, по меркам магазина «Магнит». Курочка, там надо еще за курочкой сходить. Там еще есть. Копнуть. Куда копнуть? А сегодня у нас 12.08.22. Детское питание. Все. Пам-парам-парам. Это у нас город Солнечногорск. Все, он убежал, по сути, преступник, по его словам. Он же сам сказал хулиган. Хулиган может бежать, все. Либо он решил просто, может, так вообще Там уйти. есть еще что. Ля. Человек-невидимка, блядь. Вы говорите, я говорю, там... Я не Ля.
сомневаюсь. Но такого полицейского надо заставлять, чтобы он сам пресекал правонарушения, говорил сотрудникам, чтобы они убирали. Такой полицейский пусть служит. А то он, видимо, забыл, что такое служить. Это работа. Это работа, а служить это немного другое. Ну, ты представляешь, что творится? Вот смотри, вот что творится ниже, да, вот есть майор, да, подполковники, майоры. Что творится ниже, если А ниже Данкин сидит в кабинете. Коррупционные составляющие, блядь. человек приходит, говорит, он не представляется, нет у него... Он вообще, по идее, человек, который купил в военторге форму, взял просто ее одел, нацепил... Не, удостоверение показал. Я предполагаю, что она на личный номер ему позвонила, поскольку вряд ли через... 100%. Здесь полностью я согласен с Тёмычем. Стопудово на личный номер позвонил, потому что он сразу же пришел. 102 сразу прибежал, вот так вот он прибежал, прям подскочил. Слушай, ну он быстро переоделся. Я не знаю, как он так успел добежать. Вот. Пожалуйста. О. Красавец мужчина идет Второй заход. к нам. Значит, вы выявили... Алексей, да? Меня зовут Александр. Будьте попроще, да? Люди потянутся. Я уже вам представил. Чего, блядь? Что? Что происходит? Вы выявили просроченный товар. Так точно. Алексей, пиши заявление. В устной форме. Да, протокол. Если- Протокол принятия устного заявления. Да. Ну, на данный момент у меня такого протокола нету, но я теперь... Надо сходить. Надо, я думаю, сходить. 100% он должен быть с собой всегда. Мы будем писать заявление. Алексей. Я рекомендую перевернуть вот этот листочек и на пустом бланке вам написать, да. Ну тогда мне нужно еще вернуться домой. То есть, Я тоже так думаю. Да возвращайтесь. Да, есть просьба. Мы обратились сейчас к сотрудникам магазина, дабы они убрали еще просроченный товар, нас проигнорировали. не надо ходить. Это не надо, так дело не пойдет. Здесь он молодец. Да. Если можно, давайте через вас мы обратимся, потому Давай, что в холодильниках до сих пор идет реализация. А кто это сделал? А кто? Бан, блядь. В этом раз прилавок, два прилавка. Вы их открываете, вы не понюхаете, просто не поймете. Алексей, не будем Да, ну, здесь, поверьте, здесь как бы и Я, кстати, тоже нюхать не особо люблю. специалистам быть не надо. Ох, Там открываешь, там, видать, у них он размороженный был, стоял. И они его, после того, как мы зашли, нашли просрок, они его включили. Кулятина, такая вонища. Знаешь, вот как будто где-то что-то сгнило. Такая вонь стоит, курица вся желтая лежит. Просто печень просроченная. Курица вся просто каким-то налетом покрытая. И мы вот из этого ларчика, по-моему, достали упаковки 4, что ли. Это только курицы. Потом Тёма забрал печень просроченную. Короче, там везде вот это вот все течет. Ай, сорян, кто кушает, но это прям ужасно. Ну, Не, я закрою. Лех, ты его укусил, что ли, там? А? Пришел другой человек. Ну, эволюция идет, понимаешь? Пойдем пока еще просрочку поищем. О, смотри, а вот тухляк. Ну, ты мне объясни. Я публикую ролики, показываю все это, и все равно продолжают продавать вот такой товар. Ребят, может вы мне объясните, зачем делать бизнес на таком тухлом и некачественном товаре? Ну, сделаешь ты плюс 2% к прибыли, но ты же испортишь себе всю репутацию. Не лучше ли делать бизнес честно и инвестировать деньги в какие-то более прибыльные реклама? сферы? Фигашки открывать деньги на вот эти тухлые. Ты останешься, что как вкладем. чуть-чуть, ребят, пролистай рекламу. Я сразу зашел на вот речей. Там я буду вообще... Еще Рекламу чуть подкрепление Росгвардии. Опа. Ты любишь гулять под защитой полиции? Я под охраной. А их, прикинь, вызвали, говорят, здесь хулиганка, вызвали наряд полиции, вызвали Росгвардию. Это в общей сложности 6 человек было задействовано. 6 человек. Снимаете? Фиксируем на видео. Хочется? Имеет право. Ура. Еще один. Все, подкрепление Ты представляешь, сколько народу? С автоматом. прибыло. О, В принципе, я уже здесь, в принципе, сам справлюсь с ребятами. что такое? Слушайте, не, вызов, я думал, что здесь ситуация, хулиганское действие, только, а здесь чисто по просроченным товарам. Михаил, добрый день. Смотрите,
Что? Смотрите, Алексей, ты знаешь, как мы еще поступили? Звони по телефону 112. В магазине торгуют просроченный товар. Началась схема, блядь. Стоит 5 сотрудников на тот момент в магазине. Ты, говорит, позвони 112, блядь, чтоб еще вызвали. Я говорю, ты что, угораешь, что ли? А зачем, если вы здесь есть? рядом? Вы представитель власти здесь. Официально. У меня официально не будет зарегистрирован этот материал. Только в течение суток. А как вы служите? Вы прибыли на Давайте я службу? буду разговаривать. Давайте я тоже с вами буду общаться. Вы ко мне обращались. Подождите, ну, давайте уже я находился. Все. Вы обязаны Да, сейчас да, принять да. заявление в устной форме. Ну, Пойдем. Смотри, Алексей, пойдем. куда? Тогда объясни, себя нужно Не-не-не-не-не, не хочу. брать. Ну как? Так мы на месте подадим и Я заявление, готов дать. и Я объяснение. готов. Давайте. Давайте. Прям будем стоя. Ну, На где месте. стоечка, где? Ну, стой. Есть, смотри, Алексей, ну, если честно, вот магазин, а здесь отделение полиции. Причем он с Тёмой, да-да-да, он его сразу не взлюбил. Он с ним вообще не разговаривал. Он с ним старался минимум общаться, я не знаю почему. Вообще просто он сразу говорит, давай я с тобой буду общаться. Я говорю, ну хорошо. Ну, вот здесь Полицейский А лучше бы с Артемом общался. на «ты» обращаются, куда пытаются На все «вы» увести. говорю. Алексей, ты говоришь. Не будем ерунду Ну, мы... страдать. Ну, давай. Что? Давайте не будем усугублять без того усугубившее. Ему прям Леша очень понравился. Он вообще от лишь не отходит. Нет, ну такой мужчина, как бы, ну как может не понравиться? Ну давайте по факту. Скромный, красивый, особенно скромный. Мне так мама говорила. Не моя правда. Конечно. А с кого брать мне объяснение? С меня? Я купил. Давайте. Заявление, не объяснение. Давайте. Сначала объясни, потом заявление. Сначала заявление, потом объяснение. Пишите, какая разница. Я вам устно Могли бы и вырезать это. продиктую. Протокол принятия устного заявления достаньте Хорошо. и примите. Подождите, тогда еще по такому заявлению. Все. Участковый 3-й раз ушел. Потому что нет устного с бланка. Он говорит, пишите. Я говорю, не, нихуя. Все, 3-й раз. За бланками, блядь. Как он пришел? Прибежал. Ну, нету, потому что Сначала обычных бланков не было, потом никто не мы... подает их. Никто не подает. Ау. Я говорю, ощущение, что он выходит, звонит и Возвращается. возвращается при этом. Ну да. Обидно за то, что майор целый приехал и вообще Вообще. От слов совсем. ничего не знает. Перенервничал, я думаю. Он очень перенервничал. Потому что много вопросов Я даже сам перенервничал немножко. сразу. Это мой был первый опыт проникновения в тухлопритоны и общения вот с бандитами. Да. Хочется заметить то, что очень быстро стал исправляться, попытался. Но все равно на «ты» граждан обращаться. Такое, он, знаешь... Ну, это Подмосковье, Вот, как будто вы, знаешь, из деревни человека выдрали, ему объяснили, как себя вести, но он все равно не может переключить. Это не то, что гетто, говорит, такое чувство, что сюда ракеты. Какое-то у Ермака было в песне. Вот это вот. Это, видишь, немножко. Ты как вот считаешь, приятно будет вот покупателю, если он в такое вот окунется? Зачем? А я уже руки уже устал мыть, смотрите. Просто это показывает отношение сотрудников к людям. Грязище я вообще не представляю. Я просто не представляю, какое количество грязи. Ты знаешь, вот ты идешь, ты начинаешь смотреть товар, просто все руки черные везде. Буквально, причем ты проходишь немножко, вот раз, два, три, перевернул, все. Уже в такой, как пленке, руки непонятные. Не, ну подожди. После обращения на кассе, когда толкнули оператора и послали нахер, я думаю, что ну... тут А видишь, она сказала, мне зарабатывать надо, мне надо продавать товар. правильно. А просрочка это ничего. Бабушка отравится, придет просто и еще раз купит потом. Даже не только бабушки, здесь и дети ходят, людей-то разных много. А тут смотри, они наклеили скидку, но тухляк не убрали. Они вот. Вот это запах такой имеет. Там кайфы вот в том холодильнике. Я тебе говорю, там Все ништяки там. жалко, камера не передает это. Это чисто взбодриться так, знаешь, засыпаешь Чисто занюхнуть, так скажем. внимательно. Видите, нашли все-таки протокол принятия. Ну, у меня и есть, только в отделении полиции. Ой, какой кофеек-то лежит. Ни разу не пыльный. Как ты любишь. Ой, На, туда же положи. свежайшая клубничка. Ой, с него сыпется. С него чисто сыпется, слушай, грязь. Да, видно. Как ваша фамилия? Волков, Артем, Есть документы? естественно. Показывайте. Я вам продиктую. Нет, а мне нужно удостовериться, что вы являетесь Волковым. Вам не нужно удостовериться. Мне нужно удостовериться. Не нужно. Не нужно. Мне нужно. Где это написано?
А мне нет. Не, ну хорошо, отказывайтесь, хорошо. Все, я на тебя обиделся. Я не отказываюсь, я спрашиваю, где нужно. Вы по Вы закону скажите. отказываетесь предоставлять По удостоверение. закону скажите, где это написано, Ну, что вы я должен отказываетесь? писать. Я буду писать Нет. с ваших слов. Хорошо, как ваша фамилия? Так я хочу узнать от вас законное Хорошо. требование. Хорошо, не надо. Вы не будете показывать, и вас не будут требовать. Как ваша фамилия? Когда полицейский не знает закон, и Хорошо, он просто хорошо. не надо, все сделаю, как вы хотите. Ну, не знаю, ну и ладно. Давайте, как ваша фамилия? Волков. Просто очень грустно, что такие полицейские в небольших городах, которые плохо знают законодательство, и чтобы не спорить с гражданами, просто соглашаются со всем. А может, я обманываю. Знаете, мне неудобно писать. Вот там дальше повыше, если честно. Пойдемте. Пойдемте. Сейчас тут где-то эпичный момент будет просто жесткий. И как в той самой песне сейчас. И ГБР здесь. Один человек собрал столько толпу людей с оружием. 12 Да. 0 8-го, 8 2020. 22-го. У вас еще 2019. Давай с тобой договоримся. Ты меня называй Александра, я тебя называю Артем. Без всяких этих фамильярностей. Или так тебе не устраивает? Без проблем. В заявлении гражданин Волков АА сообщил следующее, что 12.08.22 года 17.09 в магазине «Магнит», расположен по адресу Мишагур, улица Вертинская, 7, приобрел просроченный товар, авийное молоко «Агуша», объем 4,87 мл, предназначен для питания детей старше 3 лет, со сроком годности до 23.07.2022 года. Считаю, что данный товар опасен для жизни и здоровья граждан, в том числе и детей до 6 лет. Скажи, пожалуйста, Артем, а зачем вы скрывали продукты питания? Проверял органолептические свойства товара. Но они качественные? Нет, он просроченный. Тоже просроченные? Да, это все просроченный товар. Поэтому хозяйственно-экономическая ценность его равна нулю. Я понял. И они должны были сами его брать, и не я его должен набирать в прилавку. Я думал, что вы не просроченные скрывали. Нет, зачем же я буду свежий товар скрывать? Свежий я куплю себе, а просроченный скрою, чтобы никто не купил. Ну да, Волков, имеете право. Вы, наоборот, помогаете и оказываете помощь людям. Просто вы зашли сразу, хулиганство. Естественно, мне это неприятно. Нет, вы знаете, если честно, я не разобрался с этой ситуацией. Наоборот, вы помощники полиции. Я считаю, что вы правильно поступаете, вы правильно делаете. Вы, ваше направление и русло, это настолько полезная и помогательная полиция. Слыхали, нет? Они бестолковые бестолочи, которые там сидят на своих стримах, хихикают, хихикают. Слышали, нет? Вот, между прочим, майор полиции их говорит. Так что это того-того. Наоборот, за вас. Поэтому надо сначала разобраться в ситуации. Я-то думал, что я не посмотрел, вы... вот у нас отдельная полиция. Директор действительно мне позвонил и сказал, здесь хулиганы скрывают товар и бегают по магазину. А оказывается, это не то. Нет. Извините, а не подскажете, вы по всему городу сегодня дежурите? Конечно. Возможно, А зря. еще увидимся. Всего доброго. У меня сейчас будет вам просьба потребовать у сотрудников магазина, чтобы они убрали все-таки некачественный товар с прилавка. Подошел директор. Сказали? Обязательно. Ну вот сейчас посмотрим, там убрали они или нет. Но в принципе весь некачественный товар, который мы положили в тележку, мы уже вскрыли. Осталось убрать то, что в холодильнике, и дело сделано. Наша миссия выполнена. Ну, молодцы. И на самом деле просрочки в магазине не так много. Если бы сотрудники магазина не начали притворяться, что не понимают, что происходит, то все было бы иначе. Подошли, извинились, сказали, да, наш косяк, все, убрали. За вас вот здесь, на вашем месте, знаете, кто должен стоять? Роспотребнадзор. И смотреть, глядеть и выглядывать. И не один раз в неделю, а каждый день. Артем, я извиняюсь. Добрый день. Я извиняюсь по поводу... Зарешал, блядь. Чисто, блядь, местный авторитет подошел. Я, блядь, вообще... Это просто, это нонсенс. Даже говорить не могу уже. То, что я пришел. Причем он просто подошел поздороваться, чтобы вы понимали. Просто, то есть, ну, как бы обозначиться, что он на месте, все нормально. Мои пацаны нормально, подписота наша растет. Пришел, не разобрал ситуацию, тебя... Он просто полковник, да. В этом, в запасе, в глубочайшем. обозвал хулиганом. Ты уж меня прости. Прощаю, извинения принимаются. Главное принять, как бы, да, что ты не прав, все. И я тоже всегда извиняюсь, если я не прав. Нет, я просто знаю, что в магазине их никто не ставит на место. А здесь такой бардак, что ты не представляешь. Ты поехать побудешь? Давай. Без проблем. Вот сейчас очень внимательно. То, что произойдет сейчас, это разлетится на мувике просто. Клипов будет, я не знаю, миллиард. Послушайте очень сейчас внимательно. Вот 10 секунд ближайшие. Я помню этот момент. Смотри, слушайте. Он говорит, понятым побудешь, если что, я расшифровываю. Понятое это, ну, типа, зафиксировать в этих бумажках. Готов? Что ты
Ты не представляешь. Ты понятыми побудешь? Давай. А девушка, вы понятыми побудете? Конечно, это без проблем. Понятыми будете? Нет. Это просто меня тогда, я думаю, я не знаю, меня разорвет на тряпке просто. С таким выражением лица. Нет. Нет. Да, что? Да, конечно, что? До свидания. Взял, а фоточки Тут денежку потерял. уже нет. Но! Вот увидел, что мужичок взрослый с женщиной уронили денежку. Вот здесь хочу отметить подписоту. Все-таки, наверное, правильными вещами я иногда учу, а может, родители учат, не знаю кто. Он взял монетку и пошел им отдал монетку. Вот вы просто вдумайтесь. Он не в карман положил. Он пошел, вон он. Вот, посмотри. Нет. Смотри, вернул, Видишь? отдал. А он ему обратно отдал. Артем, Видишь, еще обнял, поблагодарил. Вот так вот. Добро. Добро, ребята. Оставайтесь людьми, главное. Да? мы изымаем и отдаем на ответственное хранение в администрацию магазина. Смотрите, я сейчас делаю по нему возврат, вы изымаете его у магазина и отдаете ему на ответственное хранение. Слышишь, Татьяна, сделай, пожалуйста, что это возврат? А почему просрочка на прилавках? Не заметили, наверное. Наверное, не заметили. Детское питание на полмесяца просроченное молочко. Наверное, не заметили. Когда сказали брать, что сказали? Прибыль важнее. А вот мы попросили женщину, кассиру, брать просроченный товар. Почему ко мне не подошли? Вас здесь не было в этот момент, когда мы просили ее. Она сказала, не может убрать. Она не может стать с кассы. Но я думаю, просроченный товар важнее. Можно сказать, подождите минутку, я уберу сейчас. А то человек возьмет и купит его. И отравится. Да, надо было передать. Блять, вот в этом вот моменте, знаете, как в той самой песне. Мое сердце остановилось. Пивандепало просто. Бутылка вдребезги. Холодненького, понимаешь, там жарище было невыносимое. Просто звук. И я вижу, как оно стекает. Я говорю, блядь, демон, говорю, что ты наделал? Черт. Просто F пивандепало. Там целый пакет у него, одна, видишь, выпала, лишняя, видать, была. Не собрал до конца. Жалко. У него целый рюкзак, целая тележка. Главное тут не опьянеть, пока стою. А то сейчас обратно поеду в Москву. Я данное молоко передаем на ответственное хранение в администрацию магазина. О чем она? Мне написала расписку. Все? Вы знаете, Алексей, хотите вам сказать, не снимайте, пожалуйста. Участковый инспектор уже больше, чем вам лет работаю. Могу характеризовать женский портрет. Только, пожалуйста, не обижайтесь, ладно? Что из себя представляет современная женщина? И тут я просто... Я не понял, к чему было это сказано. Я не понял, для чего это было сказано. И тут я просто, я даже дар речи потерял. Я говорю, кого? Просто внезапно человек это выдал. Современная женщина надела брюки, только хреном не махает. Их звезде хочется быть везде. Руками, ногами толкают, лишь бы главной, лишь бы первой. Мозги куриные. Что хочет современная женщина? Современная женщина хочет найти мужичка с карманом денег, на коротком поводке, с короткой девчонкой, и руководитель. И она думает, что внешняя красота – это ноги от ушей. Нет, женская красота – это скромность, это кроткость, это слабость. И если вы хотите, чтобы в ваших семьях был мир, любовь и Божья благодать, прячьте за спины широких мужиков, которых выбирают они, а не мы. Ой, Женская красота – это слабость, это кроткость. Вот в этом и женская красота, и ценит мужчин. Девчонки, имейте в виду, то, что я сказал, это опыт, это, знаете, как то звучит. Жизненный опыт. О! Наливай. Так выпьем же за тех. За милых дам, блядь. О! Я просто говорю, да, Выпьем же за наших милых дам. смотрите. Пойдемте проверим, убрали товар-то или нет. Татьяна, скажи, пожалуйста, Тухлое проверим, убрали или нет. Здесь вот были, да, вот я вижу, убрали две. Убрали, да? Да. Вот это вот
Вот рядом лежала еще одна упаковка, тоже убрали. Здесь убрали. Ну-ка, а вот это сколько у этого срок Я годности? тоже вот смотрю. Я смотрю, тут маркировка уже стерта. От 0,2 срок годности не более 9 суток это? Но оно тухлое. Оно желтого цвета уже, оно тухлое. Вот так вот убрали. Знаешь, что-то убрали, а что-то забили. Как же воняет. Воняет жутко. Берите все, что можно, что нельзя. Берите все. Вообще с прилавка. Вот так, полицейский просит директора убрать. Не директор убрал, а полицейский просит директора убрать товар просроченный. Алексей, спасибо большое. Артем, спасибо Всё, большое за всего помощь и доброго. поддержку. Девчонки, спасибо вам большое. Вы просто молодцы. Ну что, друзья, вот закончился наш рейд в магазин «Магнит». Вот в данный Пост сдал, пост принял. тухлопритон. В принципе, вы все видели сами. Мне добавить нечего. Сегодня мне помогал Леха Хардплей. Ссылочка на его канал будет в описании. Подписывайтесь. А на Тему я оставил тоже внизу ссылочку. Так что переходите, обязательно подписывайтесь. Артем Вульф обязательно подписывайтесь. Очень-очень хороший мальчик. А мы сейчас едем в следующий. И этот лайк обязательно поставь, чтобы ролики такие чаще выходили. Это знаешь, как стимулирует нас, блогеров. Да, мы, правда, ничего с этого не получаем, но ничего страшного. Зато знаешь, как приятно. Тухлопритон данного города. Где мы, кстати, Лёх? Короче, вот если 30 тысяч лайков наберет, мы с Тёмкой, я его буду звать теперь сам, а то он меня все зовет. Буду звать сам, скажу: Артемка, поехали еще куда-нибудь съездим и поснимаем. Я не знаю, просто вам нравится, не нравится такой контент. Смачный. Город Солнечногорск. А на этом всем удачи. Всем пока. Я прощался в этот момент. Ну, вот такой, собственно, ролик у нас получился с Артемом. Это лайк, подписка, колокол. Удачи.